дизайн у него реально спорный дизайн. Вот. Мне как бы это не смущает, но дизайн кому-то, возможно, не понравится. Привет, друзья! Наконец-то ко мне пришел долгожданный Poco X3. Почему долгожданный? Потому что шел 2 месяца благодаря почте Белоруссии, ну и таможне Беларуси. С Китая пришел за месяц и по Беларуси шел еще месяц. Уже куча обзоров на него. Такой обзор будет легкий, как говорится. Мне в любом случае нужно распаковать для китайцев, чтобы в случае чего можно было какие-то претензии предъявить. Посмотрим на технические характеристики написания товара на странице продавца. Poco X3 NFC, глобальная версия на Snapdragon 732, 64 мегапикселя камера, 5160 батарея, 33 ватта зарядка. Сейчас только две версии 628 у этого продавца остались, синий и серый, но на момент, когда я заказывал, было еще версии 6 и 64. Основные фишки как бы этого телефона, именно та мощь, которую вам нужно. В общем, китайцы рекламируют Snapdragon 732, 6 гигабайт ОЗУ, до 128 память. Охлаждение, ну охлаждение там просто отдельная трубка, медная трубка с водяным охлаждением. 120 Гц, частота обновления экрана, вот это как бы это большой плюс. И частота дискретизации дисплея тоже 240 Гц. Большой дисплей 667, он реально очень большой. Кто не привык к таким дисплеям, будет, наверное, даже сначала как-то будет и непривычно. Функция ускорения игр. Ну, я в игры не играю, в принципе, но для игроманов, я думаю, это будет неплохо. Емкая батарея, да, 5160 и 30-ваттная зарядка в комплекте. Это тоже очень большой плюс. Камеры, 4 камеры, 64 основная, это Sony AMX 682, ширик 13 мегапикселей, макро 2 и датчик глубины 2 мегапикселя. Вот. Ну, камера, забегая вперед, в принципе, это неплохие камеры. Я думаю, многим зайдут. Фронталка 20 мегапикселей, это тоже неплохо. Разные режимы съемки. Ну, вот дизайн, конечно, спорный. Ну, два вида: серый сумрак и синий кобальт. Ну, а дизайн это как бы не каждому зайдет, я так думаю. Ну, и телефон большой, габаритный так. На борту Mi 12 и 10 Android. Изначально предустановлен 10 Android. Ну, еще не позиционирует как антибактериальный чехол в комплекте. С виду это, в принципе, обыкновенный чехол, но, в принципе, неплохой чехол. Отзывы, в принципе, все нормальные. Плохих отзывов я так особо-то и не нашел. Телефон хуже. По камере 3 фото лучше, хуже, чем F1. Ну, в остальном X3 выигрывает. Ну да, возможно, F1 была лучше камера. Ну, в общем, все отзывы неплохие, поэтому, как бы, если судить по отзывам, тем более отзывов очень много, как видим. Сколько? Более 999, более 10 тысяч отзывов. Ну, это уже о чем-то говорит. Если все отзывы неплохие, значит, аппарат достойный. Ну, в принципе, и продавец-то неплохой, поэтому, как бы, здесь вопросов нет. Так, дополнил отзывы человек. Вот мне нравится, когда человек дополняет отзывы по мере использования. Батарейка садится намного быстрее, чем ожидалось. Но, в принципе, в свежих аппаратах ожидать от батарейки, что она будет долго держать, там 3-4 дня, я бы такого, конечно, не будет. Тем более экран 120 герцовый. Немного тяжело девушкам не подойдет. Да, я с этим, кстати, согласен. Почему-то отключается сим-карта сама по себе. Ну, у меня такого не было. Это может брак. Или, скорее всего, я думаю, даже нужно просто поменять сим-карту. Ну вот, посмотрели. Да. Ну, далее распаковываем. Так вот пришел телефон, упакован хорошо. Продавцу за такую упаковку респект. Коробка в черно-желтых тонах, Poco X3 или Poco HZ, кто как называет.
с торца серийный номер, имеет и цифровой код M2007 G20CG. Купил карту microSD 64, ну и докину карту microSD. В этом телефоне комбинированный слот, поэтому придется, как говорится, колдовать. Придется на флешку, на карту памяти наклеивать симку. Ну и приступим к распаковке. Имеем, как обычно, скрепочка, макулатура, инструкция, которую обычно никто не читает, а русского не вижу. Есть украинский, английский, украинский, русского нет. Ну, в принципе, ничего страшного. Чехол. Потом, скорее всего, буду покупать другой чехол. Но хотя и этот чехол, я считаю, ничего. Такой хороший чехол, в принципе. На первое время это отличный вариант. Ну, как говорится, магия. Сам телефон. Так вот выглядит телефон. Камера в экране. Вот расположение камеры фронтальной. Здесь 4 камеры. И подсветка. Наклеена пленка с завода. В комплекте быстрая зарядка на 33 ватта. Плюс 5000 батарей. Итак, по корпусу. Задняя крышка пластиковая. Пластиковая, глянцевая. Очень спорный такой, конечно, момент. Очень марка. Очень вот. И телефон скользкий, грубо говоря. Ну, обязательно нужно носить в чехле. Хотя я, в принципе, так и делаю. Сама рама, точнее, телефона внутри алюминиевая. И сама рамка вокруг пластиковая. Что по разъемам? Очень радует разъем 3.5. 3.5 джека ставили. Type-C разъем. Микрофон, динамик. Это в нижней части. В правой части кнопка включения, она же сканер отпечатков пальцев. Сканер работает неплохо, с небольшой задержкой, но в принципе работает неплохо. И качелька громкости. Тоже кнопки сидят нормально, они люфтят, тут вопросов нет. В верхней части имеем отверстие под мультимедийный динамик. Точнее, он мультимедийный и разговорный. Как бы является одновременно. В режиме стерео он работает как мультимедийный динамик. Второй микрофон и ИК-порт. Замерим реально его размеры. 164, ширина 76,8, толщина 93 и по камере 11,8. Телефон не маленький, сразу скажу. Лопата такая, хорошая лопата, но я сам не маленький, да, для моей руки это само то. Что касается батареи, в режиме такого жесткого, скажем, использования, мне его в любом случае хватает с утра до вечера. Жесткое использование, это в игры я не играю, в принципе, но какое-то видео, там интернет, серфинг, ну нормально, так скажем, я его напрягаю, с утра до вечера хватает и еще процентов 30-40 остается. Я большего не ожидал. Хотя тут батарея 5160, но все современные телефоны, тем более экран 120 Гц, поэтому ну, в любом случае батарею он будет кушать. Ну, от любого современного телефона уже ждать как бы 3-4 дня не стоит. Вот. Но если в режиме простого использования, там немножко интернета, в режиме разговоров, я думаю, его на 2 дня должно хватать по-любому. Но у меня такой сценарий, как говорится, не проходит. И первое включение. Посмотрим, какая версия прошивки стоит. В принципе, будет MIUI 12. Сразу выбираем русский язык. Фишка этого смартфона – стереозвук. Многие говорили, что это недостаток, брак, можно сказать, что звенит крышка. Китайцы позиционируют это именно как фишка этого телефона. Многим эта вещь не нравилась. И поэтому со следующими прошивками, к примеру, на 12.01 именно была эта фишка и крышка как бы позванивала. Еще раз повторюсь, китайцы это позиционируют как
фишку этого смартфона. Вот, но кому-то нравится, кому-то не нравится. И со следующими прошивками они пофиксили звук. Крышка не звенит, но по отзывам людей звук стал хуже. Поэтому хотелось бы посмотреть какой это звук, если у меня еще 12.01, и сохранить эту прошивку. Не обязательно нужно две сим-карты, поэтому совмещу карту microSD и сим-карту. Обязательно разблокирую загрузчик. Разблокирую загрузчик, установлю root и TVRP. Вот. Если кому-то интересно, там в принципе ничего сложного нет. На Xiaomi нормально предоставляют разблокировку загрузчика, никаких проблем нет. Но если кому-то надо, оставляйте в отзывах комментарии, и в принципе покажу, как разблокировать загрузчика. Хотя, повторюсь, ничего сложного абсолютно там нет. Разблокировки загрузчика, установки root и TVRP. Да ладно. Да. Сделаю такое видео. Это не проблема, и для большинства пользователей, в принципе, эта проблема не будет. Poco Launcher. Я не знаю, кому-то нравится, кому-то нет. Вообще мне MIUI очень нравится. Прошивки от Xiaomi. Мне вообще нравятся классические прошивки MIUI, но здесь установлен свой Poco Launcher. Некоторые переходят назад на MIUI, на лаунчер Mi Home точнее. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но это по мере использования, как говорится, мы разберемся. Я посмотрю, как этот лаунчер, зайдет он мне, не зайдет. Если не зайдет, то буду менять на Mi Home. Этот удалю, поставлю Mi Home. Так, зайдем в настройки, посмотрим. Занято уже и 64, занято 19. Но это под систему занято. Это нормально. Чем больше версия Android, тем больше ему нужно скушать памяти. Так, версия Mi 12.01. Это очень хорошо. Именно на этой версии нормальный звук, который кому-то не нравится, из-за которого звенит крышка, задняя крышка. Вот. Интересно было бы посмотреть, какие файлы именно отвечают за этот звук, чтобы можно было вернуться. Или хотя бы на более свежих прошивках вернуть этот звук назад. Некоторые мают крышку, крышка здесь приклеена, крышка пластик, крышка приклеена, некоторые снимают крышку и здесь добавляют немножко проклейки, и тогда крышка перестает звенеть. Я посмотрю, потестирую, так я сказать не могу, потестирую и посмотрим, буду я что-нибудь делать, буду снимать крышку или нет. 8 ядер, 2,3, процессор здесь Snapdragon 732, это разогнутый 730 процессор. В принципе, вообще телефон очень сбалансированный, судя так, как говорится, на бумаге. Вот, но это мы посмотрим. Да. Посмотрим камеру. Довольно плавно отрабатывает. Ставьте на паузу, если вас заинтересовал какой-то момент в этих, так сказать, кратких характеристиках. И далее примеры фото. Фото в дневное время при достаточной освещенности получаются очень неплохие. Мне фотки нравятся, как отрабатывают в дневное время. И далее примеры фото, когда уже освещенность недостаточная. Слева без вспышки, справа со вспышкой. Пару примеров. Без вспышки, со вспышкой. Это тоже фото со вспышкой, тоже качество очень неплохое. Но тоже без вспышки слева, со вспышкой справа. Это уже совсем когда темно. Проба видео Poco X3. Смотрим, как стабилизация. Я сейчас иду по лестнице. Тут стабилизация неплохо отрабатывает. Видео в условиях слабой освещенности. И теперь, как говорится, плюсы и минусы этого телефона. Плюсы
Плюс это, конечно, емкая батарея, неплохой экран, хотя некоторые, возможно, привыкли к AMOLED. Вот. Но для IPS экран неплохой. 120 Гц, быстрая зарядка 33 Вт, стереодинамик, NFC, неплохой, в принципе, процессор. Не знаю, как для игроманов, я в игры не играю. Смысла уже нет как бы тестировать, потому что обзоров очень много, игры он тянет. Вот. Но это, конечно, не Snapdragon 865, но все-таки для практически всех игр, все игры он будет тянуть. Тут тоже поэтому вопросов нет. Что еще? NFC для многих будет большим плюсом. Как бы для меня еще оболочка MIUI, ну, мне нравится, хотя тут накинут свой Poco Launcher, но это все меняется. То, что оставили джек, это, как бы, я считаю, тоже плюс. IK-порт, тоже многим это понравится. Ну и стереодинамики. А также довольно неплохие камеры для смартфона своего ценового диапазона. По минусам, вот это будет не минус, но дизайн у него реально спорный дизайн. Вот. Мне как бы это не смущает, но дизайн кому-то, возможно, не понравится. Особенно такие, как говорится, камеры, такое решение с камерой. Потом пластиковый корпус, пластиковая крышка тоже, но как бы производителю нужно на чем-то экономить. Да, и крышка очень маркая крышка, это тоже как бы минус. Но в любом случае я всегда ношу телефоны в чехле, что и вам советую. Так, что уже сделал и что буду делать по этому телефону. Две симки и бутерброды, карта и сим. Это я уже сделал. Вот что хочу сделать. Нравится мне очень много Google приложений. Хочу немножко почистить. Потом очень много каких-то игр, китайских, не китайских, но тоже почистить прошивку от ненужных приложений, от Google приложений. Заменить Google звонилку, заменить смс от Google. И это можно решить еще поставить индонезийскую прошивку. Возможно, буду ставить индонезийскую прошивку, но для этого надо будет разблокировать загрузчик, установить ТВРП, ну и поставлю root. Что я хотел по этому телефону сказать. Телефон мне понравился, я телефон могу рекомендовать смело. Если, конечно, вас не смущает дизайн этого аппарата и его размеры. Ставим лайки, подписываемся на канал. Этим вы поможете каналу в развитии. До новых встреч!